так как вам этого никогда никто не расскажет. Никто вам не расскажет ни из египтян, ни в туристических агентствах, какая на самом деле ситуация. Они всячески это скрывают. Видео специально посвященное зрительница спрашивала по поводу, как здесь люди живут. И я бы, конечно, никогда бы не поехала в те места, куда мы сейчас поедем. Вот. Но для того, чтобы показать реальную ситуацию, как живут люди, я согласилась поехать. Это место, где мы раньше жили, откуда родом мой муж, с каких мест. И вы просто будете смотреть и уже сами для себя принимаете решение. Родители, отпускать ли своих детей, жить в такие места. И, как говорится, как-то так. Поэтому весь этот тяжелый путь, мне пришлось одеть платок. Вот. Сейчас достаточно очень жарко, больше 30 градусов. Так что я в платке, потому что в этих местах лучше, как говорится, не показываться открытыми волосами, особенно иностранцам. Вот. Мы сейчас поедем на обычном автобусе, так как передвигаются сами египтяне. Мы поедем именно таким путем, как ездят обычные египтяне. Не на такси, не на своей машине, а поедем на обычной маршрутке. Такой обычный переход. Мой муж долго не хотел соглашаться, чтобы я ехала с ним, чтобы мы с моим сыном ехали, так как вам этого никогда никто не расскажет. Никто вам не расскажет ни из египтян, ни в туристических агентствах, какая на самом деле ситуация. Они всячески это скрывают. Вот так вот. Вот так вот они зазывают разных пассажиров, кричат на всю улицу. Такие подъезжают маршрутки. Я сейчас одета в платке, поэтому можно спокойно, безопасно перемещаться по всем этим местам. Забрались ошибочно в автобус, не в тот. Пришлось вылезать, жара жуткая, просто плавит все. Видите, какие радостные египетские женщины, девушки. Им даже совсем не жарко. Им даже совсем не жарко, они идут и радуются. Подъехал автобус. До конца, в конец. عشان شباك محمد فيش كده أنا بدلع ممكن أزور ليش رباح شو صديق ممكن Садись. Поэтому желательно, чтобы у вашего человека было высшее образование, потому что если у человека не будет высшего образования, то машины у него тоже не будет. И будете передвигаться вот на таком автобусе.
Станция автобуса, вот. Меня тошнит. Мы приехали, выходим из автобуса. Здесь просто пахнет тухлятиной, жутко. Переходим через железнодорожные пути. Вот если посмотрите, как на моего мужа, как он шел там, где мы живем в центре, весь забитый и задроченный, извиняюсь за выражение. Здесь он уже спокойно закурил, легкая походка наотмашь и идет. Это его родные места. Вот это вот можно проследить, как человек Реагирует на свои как человек, из каких человек мест, и где ему лучше. Вот, а вот это вот обычные липецкие кафе, про которые я говорила. Вот они все, это мужское население, которое сидит во всех этих кафе целыми днями, особенно в выходные. Можете посмотреть. И стар, как говорится, и млад. Вот, ну, насколько вы смогли посмотреть на эти места, я думаю, что если человек, как говорится, понимает, о чем речь, то есть то место, где мы живем, оно косвенно отличается от этих мест. Здесь я абсолютно не обязательно должна идти в платке. Конечно же, мы будем привыкать к куче внимания, как иностранцы, и даже в платке. Без платка это будет просто кошмар. Перед египетским женщинам есть христианки, женщины, которые ходят без платка, но к ним нет такого внимания, конечно, какое есть к иностранцам. Поэтому в целях своей безопасности, когда вы отправляетесь в какие-то такие места среди египтян, обязательно одевайте платок. В целях же вашей безопасности. Мне абсолютно туда не хочется идти. Для меня каждый раз это как пытка, ехать в его семью. И жуткое ощущение от всего, от этого окружения, от этих людей. У меня просто это, кроме как расстройства, ничего не вызывает. Вот, но я делаю это видео специально для вас, чтобы показать вам, как они живут. Сама бы я бы сюда никогда не поехала. Вы просто понаблюдайте за людьми. Иностранцы вызывают всегда такую нездоровую улыбку. Нездоровую реакцию. Сейчас будут оборачиваться, смотреть. Это понятно. Улыбаться. Нездоровый. Вот это обычная египетская улица. В любом городе Египта. Я не беру Шарм-эль-Шейх в Хургаду. Хотя в Хургаду, я думаю, что похож чем-то некоторые районы. А это типичный такой район. Дети, которые ходят непонятно в какой обуви. Вот эта тележка, про которую я говорила в прошлом видео, которые ездят и продают фрукты и овощи. Это здесь обычное явление. Они здесь в таких районах они ездят постоянно. Здесь живут родители моего мужа. А?
Здесь живут родители моего мужа. А? Why? А? Поэтому я здесь сел. Его родители не знают, что я приду, потому что я с ними не общаюсь. Мгм. Да, привет. Здорово. Выходи. Продолжай. Как дела? И ты тоже О, Жара, моя старшая дочка, она выросла здесь. Амлей. Салам алейкум. Амлей. Амлей. Алхамдулилlah. Бедей, ازيك حبيبي. Вот, и вот так живет обычная египетская семья. Такая маленькая комнатка. Все очень скромно. Фотографии на стенах. Вот там балкон. كبير قوي كده. Сейчас вот женщины проводят египетское свободное время. حد قبل كده ادالك هديه حلوه كده؟ حد قبل كده ادالك؟ حتى انا يعني اديت لك هديه حلوه. Вот, а для чего эта штучка? А это лет туда была комната, что было надо, чтобы было деньги. И потом надо сладкое на Вот конфеты. эта вещь используется для того, что если египетским женщинам нужно что-то купить, то они вот так вот его опускают на эти веревочки. Как там делается? А потом можно Вот так вот. Вот так отпускают и платят деньги. То есть деньги опускают в этой штуке. Потом им кладут туда то, что нужно, забирают деньги, и все, они забирают это обратно. Все. Вот здесь хранится, вот так вот они вывешивают чеснок, вот здесь вот лук. Прикрой ей немножко окно вот это. Окно, шибек, прикрой немножко. Вот. Ага. Вот, и хранится так здесь лук и чеснок. Он, видимо, сушится. Здесь тут же вот такое окно. На окнах вот такие вот, кстати, везде ставни. Кстати, я вот такие ставни первый раз увидела здесь. До этого ставни вот такие нигде не видела. Очень высокая плотность населения здесь. И как бы жизнь специфическая. Их женщины. Да? Сейчас пойдем смотреть, как готовится рыба. Ага. Вот так вот рыба обволакивается в муке, поджаривается. Вот это чистая египетская еда. Рыба, как называется, я даже не знаю. Просто دقيق بس مفيش بيض. لا دي بس. Без яиц, просто мука. Это как эсмаки сама где? Борщ. Бульчи. Бульчи. Рыба называется бульчи. Тут еще немножко осталось. Где холод? Вот да. Вот там кладется. اه Вот там кладется что? Там лимон, وثوم وكمون وفلفل. значит, кладется чеснок, чеснок, камун, это как, видимо, кардамон, фельфель, это перец и чеснок. ده بتسيبي كام ساعة في حاجات دي؟ ده نص ساعة كده هو. На полчаса кладется вот в такой, как говорится, рассол и потом поджаривается. Это называется сальса.
такая вот сальса. Здесь они всегда едят все с сальсой. سلطة بتحط هنا هو باذنجان. Рыба кладется в сальсу. И самок масса. بعد ما يتعمل كده هو بتحط هنا هو. Ну, после того, как поджаривается, кладется сальса. Сальса это помидоры поджаренные. Как правило, они готовят все на полу. Удироз, да? Удироз, اه رز وعدس. роз и ац это такая вот, такие как, я даже не знаю, чем-то смахивает на наш горох. Кисет рох шоулькамента. في دكتورة، في موظفة، في واحدة بتشتغل في بيت، تسيق تغسل تعمل كل حاجة بنعملوها. راجل بيشتغل بس وبس. هو في البيت مش بتعمل حاجة في البيت. ما بيعملش حاجة خالص. ولا يغسل مواعين لا 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 لا. ولا يغسل أرض. لا. ده بابا بيبقى قاعد مجداء هاتي اشرب. То есть на женщинах все, женщины еще многие работают, и мужчина по дому ничего не делает, не стирает, не моет посуду, даже говорит за водой, просит, чтобы чашку воды принесли. Гиди, да? Мабрук. Хамдулля. خلاص تعب بقى ده. Хамдулля. Хамдулля, мабрук. Хамдулля, кема сана здесь. Это старая плита. 17 سنة. 17 лет эта плита служила. كان فارس لسه ما جاش. Самый младший сын еще не родился, и была уже вот эта вот старенькая плита. Для женщины здесь плита это все. И такого понятия у женщины в Египте, как отпуск, нету. То есть вот сколько... Эти беговые за кем сана? 35. Хамсталистин. Мафиша Геза ходит. ولا يوم. То есть вот 35 лет замужем, и все эти 35 лет на кухне, то есть никуда не поехать. Вообще мимишрох тихихет, да? يوم الأحد بروح السوق. В воскресенье ходит на рынок. Вот это все, вся радость. ممكن هنا البحر هنا هو. Ну вот можно здесь сходить на море, да, на море. На море ходят иногда, вот так же сидят, отдыхают. Сибахра, мумкин рох сибах. يعني كل سنة مرة. В год один раз на море сходить. Мара. ماما زهقانة. دي فراخ بانيه. Это курица банана. حلو فراخ بانيه. خليك بانيه. أقل ده أي طب. نحط ليمونة. بتعملي إيه يا آية؟ Так вот лимон. Ага, ну все, сама уже практически рыба закончила. Баба Биги Беку. Вот, а дочка моя, она здесь выросла. Здесь. И ей здесь очень нравится пребывать, так как она выросла практически за все время со своей бабушкой. Она меня постоянно просит, чтобы здесь ей остаться. Ну, как говорится, она здесь выросла, ей здесь все это родное, все это близко. ده بعمل الثوم ده اهو احط عليه خل واحطه عليه من فوق. Хорошо, это том, это чеснок, ثوم وفلفل перец وخل. и этот, белый называется, забыл, как называется. И в этом у Эди خل. тасамак, خل. это то, чем поливается рыба. А бтعملي كده من فوق؟ بصي بعد ما اخلص خالص بالمعلقه وارش عليه
وحط على البتنجان كمان. И вот это, как البتنجان они, كده هو تحطش عليه. اسمه بتنجان وفلفل. Вот это вот, то, что приготовилось, поливается сверху. بس يغلي اول كده اهوت حبه بسيطه عشان الثوم ياخد ريحه الخل. Для того, чтобы запах ушел из чеснока, делается вот такой вот отвар. Там красный перец, чеснок, и вот так поливается сверху. Очень красиво. И вот такой вот. И вот этим поливается. Вкусняшки. Делается рис. И роз весной у вас. И рис и а сколько кем мои? دي كوبايتين ونص وحاطه كوبايتين ونص ميه. 2,5 стакана. بقى عليه كده خالص. 2,5 стакана воды и 2,5 стакана вот этой риса и вот этих акций. Вот такой вот получается египетский обед. Это вот такая вот рыба, такой вот салат, И томатом. курица, Курица. вот такие вот баклажаны. Это называется как тахина, это делается наподобие майонеза. И вот такой вот получился вот такой вот. Это называется кошери. Называется кошери, это чисто египетская еда. Вот это вот сальса. Вот это называется, как она называется? Не знаю, помню. Тахина. Вот это называется кошери. Это чисто египетская. Это бане. Это тоже кошери. Это баклажаны. Ты хочешь кикинчик? Вот это вот так вот одна женщина в течение короткого времени готовит каждый день такой обед. Кстати, я не показала, вот такая вот еще рыба есть, другая. То есть есть вот такая вот, а есть еще вот такая другая. Сейчас здесь свет включим. И дочка моя просится постоянно здесь остаться. Для нее это родные пенаты. И ей здесь очень нравится. Перекусили. Сейчас, наверное, будем собираться домой. Я хотела еще сказать, что в таких квартирах у них нет ванной комнаты. То есть они моются просто под душем, и вода течет на пол. Такой туалет. Это вот такие вот тук-туки, то, что перемещаются по таким районам. Их очень много, про них ездят, стоит от 1 до 5 паундов проехать на таком экзотическом транспорте. Сейчас вот так вот здесь продают курицу. Вот в таких местах курица забивается, и потом вам мясо отдают. Вот здесь даже петухи есть. Вот, мы уже приехали домой несколько часов назад. Вот, сейчас отвечу быстро на вопросы Игоря. Игорь задал вопросы. Не считается ли преступлением в Египте, если заниматься сексом вне брака? Любые отношения вне брака, я говорю, что они не приветствуются. Близкие отношения. Вот. И вам даже не позволят встречаться там с какой-то девушкой, если у вас нет намерений. То есть у вас должна быть хатуба. Хатуба — это как наша современная, как наша в России, предположим, обручение. Как обручились, помолвка, и потом вы можете просто ходить.
Вот, и никто вас не допустит заниматься сексом. Ну, где-то, может быть, кто-то и занимается, но как бы этим, это здесь не приветствуется, вне брака. Или христианин, и вопрос, если христианин женится на мусульмане. Я не поняла, христиан женится на мусульмане. Значит, еще раз объясняла в предыдущих видео. Христиане, я думаю, что готовы жениться на ком угодно, а мусульманин тоже, мужчина может жениться на ком угодно, на христианке, даже на иудейке, верующей. Вот, единственное, женщине, девушке, мусульманке не допускается вступать в брак с христианином, или мусульманка только может выходить замуж за мусульманина. Профессии Египта, сколько получает полиция, их зарплата. Это я расскажу об этом в следующем видео, постараюсь рассказать о супермаркете, продуктах, парфюмерии, там, средствах гигиены, шампуни и так далее, будет в следующем видео. Вот, сейчас я хотела поговорить по поводу, был вопрос был по поводу того, что сейчас по поводу, что одной девушке предлагает египтянин замуж и хочет жениться. Он, насколько я поняла, они познакомились в Дубае. Вот. Ну, вы поймите сами, вы ездили в Дубае для чего? Вы ездили в Дубае отдыхать, да, на 10 дней, но все равно вы ездили отдыхать. То есть вы тратили свои деньги, чтобы получить качественный отдых. Того человека, которого вы встретили там тот человек работает, я так понимаю, один из персонала. И египтяне, которые ездят работать в Дубае, в Эмираты, очень много из них ездит именно в Дубае, в Арабские Эмираты и в Саудовскую Аравию, потому что их никуда больше не выпускают. Вот. И, соответственно, есть люди, которые работают на каких-то приличных профессиях, там доктора, ученые, предположим, в Саудовской Аравии работают учеными или занимаются какой-то другой деятельностью, это одно. А есть неквалифицированный рабочий труд, то есть это какие-то, ну, как бы, все люди, которые работают в сервисе, это неквалифицированный рабочий труд. Соответственно, вы можете понимать, что если человек попал туда и работает там обслуживающим персоналом, то тут, как говорится, стоит призадуматься, потому что если такой человек предлагает вашей дочери замуж, значит, по-любому в Египте, как я в других видео говорила, мужчина предоставляет жилье, и он обеспечивает. То, что ваша дочка будет работать здесь, в Египте, это как бы возможно, но как бы под большим вопросом, если они поженятся, у них начнутся дети, она будет занята больше детьми, нежели чем работой. И основная часть достатка, конечно же, все, 100% достаток ляжет на этого мужа. Вот. И с его, как говорится, образованием, я так понимаю, что у него образование не высшее и не квалифицированное, как бы, он работает не доктором, не инженером, а он работает именно в сервисе. В сервисе работают все люди, у которых отсутствует высшее образование, и они пытаются таким образом, уезжая в Дубай или в Саудовскую Аравию, хоть что-то заработать. Работают они, как правило, там для того, чтобы заработать себе на женитьбу. Потому что в Египте им нереально заработать, они ездят туда, копят деньги, зарабатывают, покупают квартиры в Египте и потом в эту квартиру приводят свою египетскую жену. Вот есть варианты, когда наши девушки начинают встречаться с египтянами, потом она может, также есть такие случаи, девушка уезжает вместе со своим мужем в Дубай, и они там вместе начинают работать и зарабатывать на квартиру, что вообще нонсенс. То есть он должен предоставлять квартиру, она не должна выступать в качестве рабочей силы, а может и случиться так, что ваша семья начнет помогать. И без этого не обойтись, если он действительно
не из богатой семьи, и достатка у них нет, и то вашей семье придется вкладываться, это однозначно. Помогать каким-то образом, когда ваша дочка будет вам звонить и говорить, что там не хватает то, не хватает это, вы, конечно же, автоматически будете помогать дочке. Вот видео я сняла, все, что предыдущее вы видели, это также вот обычные египтяне, которые не квалифицированные с какой-то определенной квалификацией, и вам, соответственно, принимать решения. То есть я специально съездила, я сняла это видео для того, чтобы не то, что просто говорить и рассказывать вам, как оно есть, а показать, как действительно живут египтяне. Вот такой уровень как бы египтян. Потому что здесь в Египте все четко разделено по уровням, и уровни не смешиваются. Доктор никогда не выйдет за подсобного рабочего замуж, или они не женятся. Инженер никогда не женится на посудомойке, или там женщина-доктор не женится на работнике гостиницы, или там каким-то бармен, не выйдет замуж за бармена. То есть здесь четко все поделено по уровням, потому что все прекрасно понимают, у кого какой уровень, у кого какие запросы. Поэтому думайте 250 раз подумайте, прежде чем принимать какие-то решения. И по поводу вот этой вот девушки, если все-таки вы решите выйти замуж, я настоятельно рекомендую, потому что здесь только семьи. Не закон, а в Египте только семьи. Если девушка поедет, обязательно нужно, чтобы ваш любой мужчина из семьи, папа, брат, лучше там, конечно, папа, кто-то из мужчин, если нет мужчин, чтобы мама приехала, лучше мужчин, потому что женщин они не воспринимают, чтобы кто-то приехал, познакомился с родителями. Так просто здесь никто не женится, обязательно семья должна присутствовать. Обязательно, если кто-то из семьи должен приехать, познакомиться с родителями, посмотреть, в какой квартире они будут жить, вообще просто посмотреть, прежде чем принимать решение выйти замуж. Приехайте все вместе, пускай он покажет, какое у него намерение, какой он будет вам давать, вы тем более мусульманка, какой он вам будет давать махар, в какой квартире вы будете жить, в каком районе, это очень важно. Понимаете? То есть все вот эти вопросы обязательно, чтобы девочка сама не ехала, кто-то сопровождал ее и посмотрел вообще, где она и как она будет жить. Я думаю, что если вы так скажете своему будущему супругу, вот мы заодно и посмотрите на его реакцию, как он среагирует, если папа, предположим, поедет с вами. И, кстати, это касается всех. Я не говорю только конкретно про вас, я говорю вообще про любых девушек, которые собираются ехать, выходить замуж за египтян. Обязательно, чтобы какой-то член из вашей семьи присутствовал, съездил, посмотрел, что за квартира, что за семья, где она будет жить, чтобы точно знать, куда она поехала, где она. Обязательно нужно так сделать. Вот, я думаю, что принимать все равно решение вам, но старайтесь быть аккуратнее, потому что потом могут пойти дети, которые родятся, вы будете не иметь права их вывести отсюда без его согласия. И большой вопрос, на какой территории рожать детей. Что, может быть, лучше родить на территории России или где вы находитесь, там, в любой вашей страны, чтобы у вас было больше прав. Потому что до получения официальных документов по браку, чтобы он должен официально оформить брак. Только по официальным документам, если у вас зарегистрирован брак, ни по какому, ни по Орфе, вы будете иметь права. Права даже то же самое на своих детей. И права на алименты, если вы разошлись. Поэтому все делайте, 250 раз проверяйте и не ехайте в никуда. Обязательно, чтобы мужчина из вашей семьи обязательно присутствовал. Обязательно. Если все-таки вы хотите поехать посмотреть, возьмите с собой папу, пускай папа, как говорится, своим взглядом посмотрит, куда едет дочка, и они это уважают. Они не уважают тех, которые приезжают как безродные, и они, соответственно, делают и селят куда хотят. Обязательно, что у вас есть семья, у вас есть папа, у вас есть мама, у вас есть брат, у меня есть семья, потому что египтяне, они чисто держатся все за свои семьи, и здесь только семья имеет значение и какую-то силу. Всем желаю удачи, хороших, как говорится,
выходных на сегодня. Все, пока. Видите, какие радостные египетские женщины, девушки.